то, что Господь говорит своим апостолам: если вы будете едино в любви, тогда все познают, что вы мои, то есть Христовы ученики. Когда мы читаем эти Евангелия, пожалуйста, помните эти слова Христа и сделайте нашу жизнь, что мы любим друг друга, и что наша жизнь есть единая жизнь. Старайтесь применять эти слова Христа ко всякому случаю нашего общения. Тогда будет спасение всем вам, и тогда вы станете способными помогать и другим. Но надо начинать с того, что мы сами живем это как заповедь Божию, с великим трудом, в постах, в молитвах, в скорбях, в болезнях, во всем этом. По существу мы все должны воспринять полноту откровения о человеке и о Боге. Сейчас нам кажется, что мы безмерно далеки от этого. Но, может быть, это кажется нам, а для самого Христа прийти и говорить с нами, как Он говорил с Лукой и Клеопой по дороге в Эмаус. Есть иногда странные слова у отцов. Если кто в Боге, тому нет нужды читать книги. Тогда мы непосредственно воспринимаем жизнь от Бога, без книг, но как подлинную реальность. Нам дам пример в нашем духовном отце Силуане. Прежде чем он читал книги, ему был явлен Господь. И он жил уже как Господь. Все человечество как нечто, связанное с ним самим. 2 или 3 дня тому назад мы стояли около дерева, около Амбергейт. И я говорил, что когда мы смотрим на это дерево, посмотрите, огромное дерево, и попробуйте все листы. Каждый лист напоен силой. И дерево во всем своем объеме здорово. Теперь дерево это больное. И в его болезни для нас, христиан, нормально молиться так, как сам Господь молился за весь мир. И молиться с таким чувством, что это моя жизнь. Если я лист на этом дереве, и все листы полны жизни, и я полон жизни. И тогда космическая жизнь проходит через меня в своем массивном потоке. Это сознание, что мы неотделимая часть человека, свойственно христианину. Я чувствую себя перед этим бытием, которое раскрывает для нас Господь, как перед явлением чрезмерно великим, о котором не знаешь, как можно говорить таким словом. Но я хотел бы передать вам немножко этот огонь, но не тот огонь, который пожигает в аде, а тот огонь, о котором говорит Христос: я пришел, чтобы свести огонь на землю. И как хочу, чтобы он возгорелся в сердцах людей. Читайте слово о 3 образах молитвы. Это слово приписано Симеону Богослову. Там есть очень важные слова, что молящийся должен хранить совесть свою перед Богом в хранении заповеди Его.
перед братом близким своим по заповеди Христа. И даже к вещам. Когда вы читаете Силуана и слышите листок на дереве, и ты его сорвал без нужды. Для него что было? Оторвать листок от ветки, лишить его жизни. И даже жизнь листка для него была болезненна. Это совсем не сентиментальность. Это есть совсем другое восприятие всего бытия, и божественного, и человеческого. И тогда получится, что мы будем хранить совесть даже по отношению к вещам. Если добавить сюда человеческую логику, что такое все эти вещи? Ну вот Господь так устроил, что животный мир живет только тем, что производит природа. А человек должен все себе выработать. Это его отличие. И что бы мы ни взяли, какую бы вещь ни взяли, это труд человека. И тогда мы будем очень внимательны ко всякому предмету. Не разобьем себя. Господь, который благословил 5 хлебов и 15 тысяч людей. Я говорю 15 тысяч, а не 5, потому что в Писании не считаю женщин и детей. А я считаю, что и женщин и детей было не меньше 10 тысяч. И после этого говорит, соберите все, чтобы ничто не пропало. Subscribing to our channel is free and helps us a lot. Don't forget to like our videos and leave a comment. Thank you for your support.